Спасибо. Now, these are the three things that I want to discuss with my soldier in the field. Вот три основных момента, которые нужно обсудить с солдатом на поле боя непосредственно. Now, understand that some militaries have personnel trained to go into the field and relieve stress in combat situations. Вот, нужно понимать, что среди некоторых военнослужащих есть такие, которые прошли тренировку, подготовку, что значит быть под воздействием стресса на поле боя. And I understand there's some of that goes on in the Ukrainian military. Начи понимает, что такое есть и среди военнослужащих украинцев. Okay. Now, what happens in the American military is Как же that происходит среди американских военнослужащих? for those who volunteer to come and speak with this psychologist in the field, these are the things that they talk about. То есть для тех солдат, которые добровольно обратились к психологу, да, и решили обсудить свою проблему, вот три основные момента, которые они должны рассмотреть. I want my soldier to explain to me his situation. Необходимо, чтобы солдат объяснил нам его ситуацию. Now, there may be a lot of complaints. Возможно, будет очень много жалоб от него поступать. Combat is not pleasant. Есть еще четвертый момент, которого нет в американской армии. There is a fourth specific feature that American military doesn't have. Который есть в украинской сейчас, на данный момент был и есть остается. That we have in Ukrainian still right now. Это необеспеченность снаряжением и вооружением, техникой и вооружением. It's a lack of implementation of equipment and Это очень большая проблема. it's a huge problem. No doubt about it. Да, без сомнений. In my own way, I'm helping. И вот там больше всего и очень много жалоб солдат идет именно на это. And there are a lot of complaints among the soldiers about that stuff, about the weapons. So, И из-за этого у них возникает неуверенность в собственных силах и возможностях. That's why they are so unconfident in their ability and they've got new stress. oh, I've been hearing all kinds of things like this. Да, Чип очень часто слышит такие фразы. I've been talking to Ukrainian soldiers for about a year now. Он теперь уже активно ведет переговоры, да, с солдатами, занимается с солдатами около года уже. About exactly what you just said. И он слышал примерно даже такую же фразу от одного из солдат. It is a severe problem. Это действительно тяжелая проблема, сложная. One of the commanders in, I think it was in Kiev, said that we didn't have time to prepare our soldiers. We were already in war. То есть один из командиров вот, в Киеве признался, что у нас не было даже времени подготовить наших солдат, снабдить их оборудованием, снаряжением. Мы просто начали войну. But here's what you just said is taken care of right here. Но то, что вы сказали, вот, это имеет значение, что все должно происходить здесь и сейчас. I need my soldier to tell me, what is your situation? Необходимо, чтобы солдат поделился своей ситуацией, что с ним происходит здесь и сейчас. Why does that make any difference? Для чего это нужно? Why does that make any difference to him? Какую это разницу вообще, какое значение несет это для самого солдата? At least somebody's listening to him. Понять, что как минимум кто-то его выслушает. Okay? At least somebody gives a damn. Что хотя бы кому-то есть человек, которому не все равно. Now, I can't fix it, Я не могу это исправить, but I give a damn. но тем не менее мне не все равно. Now, one of the things I need him to understand also is what you just said. I'm going to explain to him, this is your situation. То есть то, что необходимо солдату, это также услышать, да, от терапевта. Это твоя ситуация, такая у тебя ситуация сейчас. Not only do you have those problems that you just told me, but these are some other things that you need to be concerned with. То есть не только те проблемы, то есть обратить внимание не только на те проблемы, о которых рассказал солдат, но и предупредить его о возможных других вариантах, которые могут с ним произойти. Now I'm listening to him and he's listening to me. То есть затем, то есть сначала терапевт выслушивает солдата, а затем солдат слушает терапевта. You psychology majors, you psychologists,
what do you call that? That listening to each other. То есть вы What are we психологи, doing? а как вы это называете, этот процесс? Слушание, взаимного слушания. That- Communication. well, that's the building of a therapeutic relationship. Ну, построение терапевтических отношений. That's the very beginning of something that's going to bear fruit months later. То есть это та основа, та почва, на которой будет строиться вся помощь. Here's your situation the way that you see it. Here's your situation the way that I see it. То есть вот твоя ситуация, так как ты ее видишь, и то, как вижу ее я. Now, you and I come to some conclusions about what your choices are. Мы также приходим к выводу с солдатом о том, какие у него могут быть другие варианты, какой у него выбор есть. You're in a situation. There's always choices. There's Всегда always есть options. выбор, всегда есть варианты разные. You can walk away. Он может просто уйти, You can shoot yourself. может застрелиться, You can shoot your commander. либо же застрелить командира, You can get drunk. может напиться, You can join the other side. может перейти на сторону противника. There's all kinds of things you can do. Очень много вариантов действий. Now, those aren't wonderful options, Все они прекрасные варианты, but it removes it from being a vague idea. но тем не менее это освобождает солдата от ощущения неопределенности. Here's a soldier who's in a bad situation and thinks nobody cares. Вот в данный момент времени солдат находится в таком состоянии, что никто, всем все равно, никому нет до него дела. And he thinks there's no way out. И он думает, что нет выхода из этой ситуации. And he's got no hope. И нет у него надежды на лучшее будущее. We look at the situation realistically. А мы, терапевты, смотрим, расцениваем ситуацию реалистично. We weigh the pros and the cons. Мы взвешиваем все положительные особенности и негативные. Here's your options. Вот твои варианты. And if you do these things, these are the consequences. Вот такие у тебя варианты действий, и вот твои последствия возможные. Black and white, Вот таким образом черно-белое мышление. not vague. Не расплывчатое. Now, this is what you can expect. И третья особенность – это то, что ты можешь ожидать. What can I expect to have happen? Что я могу ожидать? Что может произойти такого? If I leave, I may be arrested. Если я уйду, если брошу эту затею, то меня могут арестовать. If I shoot myself, well, my problem's pretty much over. Если я застрелюсь, то мои проблемы таким образом закончатся. But how does it affect the other people in my unit? Но как это повлияет на всех остальных людей в моей группе, в единице? How does it affect my family at home? Как это повлияет на мою семью? How does it affect my country? Как повлияет на целую страну? And am I willing to make that permanent decision that will settle all the problems for the rest of my life? Готов ли я принять такое решение, которое может действительно лишить меня всех проблем в жизни? Okay. Now, also, I need them to understand that their solutions may be causing them more problems than it's solving. Также необходимо дать солдатам понять, что их решения, которые они выбирают, могут вызвать еще большее количество проблем. Are soldiers drinking in the field? Солдаты выпивают на полях, на поле боя. Приятно. Now, why are they drinking in the field? А почему они выпивают на полях боя? Они говорят, что это им помогает справиться со стрессом и с теми проблемами, которые... They say it helps them to overcome their problems and stress. Точнее, они говорят, находясь там, видя то, что мы видим, не пить нельзя. They say actually being there and taking all of the things that is going on there, do not drink. I can't hear you. Второй момент. Wait, I can't hear the interpreter, I'm sorry. Shh, just be quiet. Okay, when y'all speak, I can't hear her. Когда вы все разговариваете, он меня не слышит. I'll wait till you're done. Он может подождать, пока вы закончите. All right, спасибо. And what did she say? She said they say being there it's impossible not to drink. Well, I know members of Alcoholics Anonymous in the Ukrainian military, they're not drinking. Тем не менее, Чип знает таких солдат украинских, которые не выпивают. Yeah. Есть такие, конечно, проценты. But that's what they said. Это то, что они говорят.
Yeah, I understand that. Он понимает. Now, when you've drank yourself to sleep that night before, how alert will you be the next morning? Если же человек выпьет накануне, да, алкоголь, какая у него будет внимательность на следующий день? Зависит от количества. It depends upon the amount of dose. Depends on, but it certainly doesn't help you be more alert the В next любом day. случае, это не поможет вам быть более бдительными и внимательными. You understand? So you're actually causing yourself a worse problem. Получается, вы создаете себе, даже ухудшаете свое состояние, большее количество проблем. But that's a choice. Но это выбор. You want to drink? I certainly understand. Хотите выпить, он чуть вас поймет. But this is the consequences. Но есть определенные последствия. Okay? So everything they need to weigh, not just have this vague idea, they need to see it. Солдатам необходимо все взвешивать, все за и против, все последствия. This is also, there's other problems that are going to occur as a result of their actions right here, right now, in the field. То есть нужно дать им понять, что любые их действия могут привести к определенным последствиям в будущем. Okay? They're looking at long-term problems, and I need them to understand that. Они должны рассматривать долгосрочные проблемы, которые они должны понимать. Now, I was told, well, did any of you, when you were in school, were you told you probably shouldn't drink because bad things may happen? А вам кому-либо из вас в школе говорили, что если вы будете употреблять алкоголь, что-то плохое может произойти? So, okay. Это help. Yeah. Did you drink anyway? Вы в любом случае выпивали. But did you forget what they said? Но вы забыли, что они сказали? Ваши учителя, наставники. You remembered what they said. Вы помните, что они говорили вам. You just didn't pay any attention. Просто не обращали внимания. Okay? Now, I was told a lot of stuff when I was young. Чипу тоже очень многое говорили, когда он был молод. All of it was true. И все из этого было правдой. And all of it happened И все это later. действительно случилось, произошло в его жизни, как его и предупреждали. Но произошло позже. Just like they told me it would. Вот. Тоже так же самое, как они его предупреждали. They said it, Все случилось так же, как они говорили. when I was young, young being teenage, late teens, I was told if I do this, this, and this will happen later. Вот. И когда он был подростком, вот его предупреждали, если ты будешь действовать определенным образом, вот три эти поступка, то у тебя будут определенные последствия. And just like they said, it happened. И как только они это сказали, вот, так действительно и произошло. Now, when they were telling me that, I would say, no, you don't Хотя, understand. когда они говорили ему об этом, Чип говорил, нет, вы не понимаете меня. But it was true. Но это было правдой. Now, when they predicted my future, they already told me what the solution to the problem would be. Когда они предсказывали ему его будущее, они также дали ему понятие решения, возможное решение его будущих проблем. They said, when you do this, this, and this, these things will happen later. Они ему предупредили, что если ты будешь действовать определенным образом, то будешь иметь определенные и последствия. And when these things happen later, you will need to do this, this, and А когда this с to тобой solve the случится problem. вот такие последствия произойдут, тебе необходимо будет обратиться к этому человеку, либо же решить, принять другие меры. So I remembered that when they told me what the problem would be, and they were right, maybe I should try what they said the solution was going to be. Вот, поэтому Чип тоже помнит, когда они давали ему советы, когда они говорили, предупреждали его о возможных последствиях и проблемах в будущем, то среди них были те решения этих проблем. Now this is not a 100% solution for anything. This is not a 100% solution for anything. Эти методы не являются стопроцентным терапевтическим методом абсолютно для всех. It's like throwing a life preserver to somebody who's drowning. Это таким образом, как бросать спасательный круг тому утопающему человеку. It's up to them to hold on to it. И все зависит от них, схватиться и спастись или нет. But it's better than nothing. Но тем не менее это лучше, чем совсем ничего. You understand? All right. Now, I want them to understand there is help, and I want them to understand where the help can be found. Нужно дать солдатам понять, что есть решение, есть помощь, за которой они могут обратиться.
и к кому они могут обратиться. Now, I mean, it's simple, but that's about all we can do. And that's all the American Это, military. пожалуй, просто звучит, но это все, что мы можем сделать. Now, soldiers have been complaining in the field about not having... Soldiers have been complaining in the field about not having what they need Если for a long time. солдаты жалуются на отсутствие определенного снаряжения, того, что им не хватает на поле боя очень долгое время. How long has PTSD been happening? Как долго уже происходит, выявляется это ПТСР? You mean in Ukraine? Ever. Вообще, в целом. Anybody got an idea? Есть у кого-то представление? More than 1 year. More than 1 year. What is, well, when did it start? It depends upon the person, individual. It can perform in 6 months or... No, I understand that. We've had a problem with translation. When did PTSD first become a problem for people ever? Когда ПТСР стала проблемой впервые для людей? 453 BC. В 453 году до нашей эры. Herodias, a Roman, Среди римлян. he described soldiers coming back from battle who were blind or paralyzed, yet they had no injuries. Ученый описывал возвращение солдат с войны, who were blind. They could not see, they could not move, but they had no physical injuries. Возвращались с военных действий солдаты, они ничего не видели, были слепцами, но не было у них никаких физических повреждений. So this is an old problem. This is not a one-year problem. То есть этой проблеме не 1 год. Это довольно древняя проблема. You know, Ukrainian social workers and psychologists were treating PTSD right after Afghanistan. I told you all that before. Социальные работники, психологи стали заниматься в этой сфере сразу после войны в Афганистане. I mean, it existed in World War II, ПТСР также наблюдалось и во время Второй мировой войны, World War Первой мировой войны, I assume during the Revolution. во время революции тоже. And that, you know, we're just concentrating on military PTSD. Вот сейчас же мы концентрируем наше внимание на ПТСР среди военных. Is that the only cause? Это единственная причина, где может развиваться ПТСР. В чем может развиваться ПТСР. All right. Now, I want to... And after the car accident, You know that. да, вы это знаете. All right. Now, we want to talk about starting support groups. А теперь поговорим об организации группы поддержки. And there needs to be a system, an organization of support groups that are connected all through the Должна country. быть определенная системность в самой программе группы поддержки. Now, one thing that the American government tries to do is take care of their veterans. То, что пытается осуществить американское правительство, это побеспокоиться о своих ветеранах. But they don't do a very good job. Но у них это не очень хорошо получается. They may do a relatively better job than other countries, but they don't do a very good job. По сравнению с другими странами, возможно, они достигли более лучших результатов. And so some soldiers fall through the cracks. Some soldiers don't get the help they need. Некоторым солдатам вообще не поступает никакая помощь. In my country, 25% of the veterans are home. No, 25% of homeless people are veterans. В его стране 25% людей без определенного места жительства являются солдатами бывшими. Well, they serve their country. They should not be homeless. Если же они защищали свою страну, они не должны быть бездомными. The medical part of the Veterans Administration in my country is just huge and very ineffective, very ineffective. Медчасть администрации ветеранов его страны также потеряла свою эффективность.
And suicide among veterans is on the rise in my country. Количество случаев суицида очень возросло среди американских военнослужащих. Now, one of the solutions, one of the attempts at solving that problem are support groups. Одна из тех попыток, которая может помочь, оказать помощь ветеранам, это группа поддержки. Now, these are support groups that in my country were set up by veterans. Она была первая группа поддержки в его стране была организована именно солдатами-ветеранами. That's who started this, was veterans helping veterans. Именно они и запустили этот процесс. Они стали помогать ветеранам, те же самые ветераны. If we wait a few years, I'm sure the veterans will do that here. Если мы подождем еще несколько лет здесь, то чипу кажется, ветераны и до этого и у нас додумаются, запустят этот процесс. Or we can do it now. Либо же мы можем предпринять что-то Kind of сейчас, move things along. ускорить процесс. Now, how do you set up a support group? Как можно организовать группу поддержки? Let me ask this question first. What is a support group? И вообще, что это такое группа поддержки? Регулярные встречи. Regular meetings. So is church. Такие же, как и в церкви, служба, служение. What's a support group? Что такое именно группа поддержки? Можно Бога не приглашать. We can not invite God, we can skip God, but do the same. Absolutely. Да, вы правы. You get no argument from me. Да, он All не right. будет с вами спорить. A support group, could I describe a support group as being people with similar problems trying to find a common solution? То есть можно ли описать группу поддержки как собрание людей с общими проблемами, пытающимся прийти к общему решению? Yeah, we can. Похожие проблемы с общим решением. Okay. Now, how do you set that up? How do you start that? Как на это запустить, как начать организовать это все? Ветеранская организация. Veterans organizations. Well, will the veterans organization know how to do this? Ветеранская организация знает, как это сделать, Конечно, это да. осуществить? Yeah. Начиная, давняя практика существования, начиная с ветеранами. Она уже есть. That loan practice, loan experience, and they already have that. In Excellent. Ukraine. Where can I go? В основе лежит система содействия социальной защиты. There is a basis of that organization in the social protection system. Okay. And how does a veteran find out about this? А как ветераны узнают про эту службу, организацию? Да. It's like from one to another person. Like, So it's word of mouth. то есть со слов других людей, да? Да. Это общественная организация. It's social organizations, community organizations. Well, I understand that, but how do I find out where that А is? как узнать вообще, как поинтересоваться, куда пойти, где узнать эту информацию? I'm a soldier. Они распространяют о себе информацию раз. Сейчас эти организации разворачиваются, в том числе при органах власти. They spread this information Именно в among отношении all of them. Among all They spread this information among all of them. among all the who? Veterans, soldiers. So all the veterans know this Yeah. stuff. Okay. Do you And need a break? No, Okay. Keep going. period. Okay. So what I want to know is how can a veteran from Dnipropetrovsk who's gone to Lviv find support in Lviv? How does this system work? Как узнать солдату из Днепропетровска, который направляется во Львов, где эта организация во Львове? How does this work? Интернет, сайт, например, там рискует разные места Львова. Вот это social Soviet. Okay, what's the website? Какой веб-сайт? Как называется? What's the phone number? Какой телефон? Please. Он может обратиться в своем городе в организацию, и ему расскажут, где находится Львов, если она там You существует. you can refer to your own to Если это the единая сеть и одна организация. Сейчас эти Wait, организации... stop. You can refer, What did he say? he said you can refer to that organization in your city and find out where is it situated in another organization in another city. Okay, now what did he say?
Сейчас организации атошные, в частности, они разобщены, то есть они создаются случайным образом. Когда пройдет время, подобно афганским, они будут централизованы и будет четкая вертикаль и представленность во всех регионах. Right now, these organizations that came of the veterans from the ATO, they have no systematic way, and they exist by themselves only. Stop. Are we done? Did you finish? Yeah. Okay. Now, at these support groups, what do they do? Что же они осуществляют на этих группах поддержки? Это не группа поддержки, это, скажем так, организации, которые создаются вокруг идеи содействия социальной защиты. It's an organization that is made on the basis of the soul. Психологической составляющей там пока мало. Подождите, я не могу перевести. Go ahead. Повторите то, что вы сказали. Сейчас эти организации создаются вокруг идеи содействия социальной защиты. Because right now organization is formed on the basis of the social support among all these members. You misunderstand what I'm saying. Is there a meeting that takes place where a group of soldiers get together and talk about their problem? Есть у них собрания, которые похожи на группу поддержки, собрания ветеранов, которые обсуждают проблемы, или оно выглядит как-то иначе? Ну, как-то иначе. It looks like in different way. Well, that's what I'm asking. Please. My name is Петр. Очень приятно. Меня зовут Чип. Я у вас сегодня No, говори по-английски, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Первую организацию организовал ветеранов АТО в Киеве Кириллов Сергей. The first organization was formed in Kiev by some... Как его звали? Кириллов Сергей. Кирилл Кирилл Сергеев. Кирилл Сергеев. Okay. Эту организацию он айдаровец, получил ранение, он добровольно пошел, и вот он с группой ребят своих организовал эту организацию. Сейчас она уже зарегистрирована в 5 областях. He was a volunteer wounded soldier, and he set that organization up with other guys, other soldiers, other veterans, and so on. And now this Stop, I can't organization... hear. Go ahead. I need a break. Hmm? I need a Okay, break. she needs a break. Сделаем перерыв вынужденный. Go ahead. Спасибо. А как называется